Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу, как я вышивала вот такого фламинго. В одном из видео я вам показывала, что я себе делала уже птичку колибри, и на этот раз мы с Миланой решили сделать фламинго. Подобрала их приблизительно по цветовой гамме, у меня были перышки, поэтому решила сделать его. Ну и для того, чтобы мне было удобнее работать, я использую вот такие пяльца. Они пластиковые, продаются в магазинах, все для рукоделия. Также понадобится жесткий фетр. И то, почему я хотела вышить именно фламинго, это была канитель. Обошла все магазины. Но все-таки я больше нашла гладкой, мягкой канители. Очень хотелось вышить именно розовый, но не получилось. Не получилось у меня, это нужен все-таки опыт. И нашла вот такую золотую, жесткую. Она толщиной 1 мм, и она так классно ложится, просто ничего не надо делать. Ты направляешь куда тебе надо и пришиваешь, поэтому использовать буду я, но в своей работе, если честно, использовала бы лучше серебристого цвета. А назвать свою брошь я могу брошь для ленивых, потому что я не буду использовать пайетки по отдельности. Купила на такой ниточке, у меня их схватило с головой, использовала я не все. У меня еще даже осталось, и это намного быстрее, чем пришивать пайетки по отдельности. Поэтому, если вы новичок, как я, и хотите сделать быстро, то проще купить вот такие пайетки. Большие стразы тоже покупала в магазине для рукоделия. И перышки. Перышки продавались по 10 сантиметров. Точнее, можно было их купить любой метраж. Я купила 10 сантиметров, они сверху на ленте. Но они такие мягенькие, такие красивые, что вот когда я увидела эти перья, я решила, что хочу фламинго. Вышивать я буду именно иглой для бисера. Мне кажется, это самая удобная игла, неважно в чем и в какой работе. Всегда использую иглы для бисера. Фатин или любая другая сетка или тоненькая-тоненькая ткань, которая у вас есть. Если вы собираетесь делать основу, так же как и я, буду ее натягивать на пяльца и затем сверху пришивать кусочек фетра. Не то, что пришивать, а просто наметываю его слегка, чтобы закрепить сверху. И мне кажется, такой способ вышивания намного удобнее. Так как я вышиваю крестиком, я привыкла, чтобы у меня поверхность вышивки находилась на пяльцах. Ну и, конечно, нам понадобится бисер, совершенно любой бисер. Да, я не использовала бисер японский, французский, какой там он еще есть, но мне почему-то кажется, что разница в них в том, что тот бисер намного более одинаковой формы и одинакового размера. Этот все-таки немного отличается друг от друга, и при вышивке это видно. Напишите, если вы вышивали таким бисером, именно качественным, японским, корейским, каком-то там есть, и в чем разница между обычным бисером. Так вот, я приметала, нарисовала шаблон фламинго, и теперь будем пришивать канитель. Перед использованием канители нам нужно ее совсем слегка растянуть, чтобы между можно было протянуть ниточку. Буду использовать в своей работе обычные хлопковые нитки, но, наверное, лучше использовать мононить или же тонкую-тонкую леску для бисера. Ее не будет видно, нигде не заметно, и мне кажется, мононить это самый идеальный вариант вышивки бисером. При вышивке канителью мы ее направляем в том положении, куда нам надо. По схеме мы ее распределяем, выгибаем и пришиваем. Пришиваю стежками приблизительно на 1-2 мм друг от друга. Теперь стразы. Но для начала, чтобы они никуда не сползали и было видно, где они будут находиться, я использовала клей-момент. Клей-момент резиновый, можно использовать кристалл, совершенно любой. И обязательно их пришиваю. Они у меня пришивные, и лучше пришить для того, чтобы потом не потерять. Все-таки клей держать надежно не будет. Теперь переходим к пайеткам. Один край я слегка опаливаю зажигалкой. Делайте это очень-очень аккуратно. Или вообще не делайте, а постарайтесь как-нибудь спрятать ниточку, для того, чтобы не спалить пайетки. И начинаю пришивать за ниточку между каждой пайеткой. Получается таким образом, что сверху у нас нитки нигде не видно, и все закрепление идет внутри.
и вышиваю по краю, смотрю, где мне хочется пустить свою ниточку. Если же вы будете вышивать пайетками, которые в пакетике уже по отдельности, это просто-напросто занимает большое количество времени, поэтому вы должны смотреть, если у вас времени нет, как у меня, и вам хочется быстро сделать подарок кому-то, то проще купить на ниточке. Я пришила свои пайетки, теперь переходим к бисеру. Бисер пришиваю один к одному, рядышком друг дружки, и после того, как мы пришьем всю полосочку своего бисера, если вы хотите сделать, чтобы они были у вас все одинаковые, ровные, вы просто продеваете ниточку в обратном положении через каждую бисеринку, тем самым натягивая и выравнивая все бисеринки в одну линию. И вот у нас уже вот так получается. Я сделаю еще одну полоску с бисера снизу, только уже бежевым цветом. И вот, как вы можете видеть, бисер немножко гуляет в размере, поэтому смотрится не идеально ровным. Теперь пришиваю все пайетки, что у меня остались. Это у меня были еще одного оттенка розового, я сделала полосочку снизу, и большие. Пришиваю одинаково. И да, будьте очень осторожны, потому что я решила подпалить ниточку и на своей сетке сделала дырку. Когда мы вышили всего нашего фламинго, да, не забывайте про носик. И я не стала вышивать клюв своему фламинго черным цветом, я решила сделать его тоже бежевым. Ну а когда мы все вышили, все на месте, ничего больше вышивать сверху не надо, я вырезаю. Вырезаю от края на расстоянии 1 мм. И после этого сделайте еще одну фетровую заготовку своего фламинго для обратной стороны. Но для того, чтобы голова не болталась, я решила сделать вот такую петельку из проволоки. Проволоку используйте любую. Складываю несколько слоев, выгибаю по форме и буду пришивать, чтобы она не ерзала ни в какую сторону. Да, и не забудьте пришить глазик. Берем застежку для броши и закрепляем ее на обратной стороне. Делаю 2 маленьких надреза и просовываю туда заготовку. А также для надежности я решила еще закрепить немножечко клеем.
Вот, две части готовы. Теперь нам остается прикрепить хвост для нашего фламинго. Сначала я сложила в несколько слоев и прошила ниткой. Теперь приклеиваю на саму основу. И если вы хотите делать лапки для своего фламинго, то делайте именно в этот момент, пока вы все не пришили, не прошили, чтобы лапки у вас были внутри хорошо закреплены. Я не нашла дома подходящего материала. Хотя муж сказал, можно было приклеить две цепочки и снизу сделать какие-нибудь бусинки для утяжеления, и было бы тоже интересно. Вовнутрь я приклеила небольшой кусочек картона, вырезав его по форме на 3 мм меньше, чем само пузико. Также слегка приклеила снизу и нижнюю часть броши. И теперь начинаем прошивать по краю. Старайтесь прошивать край на одинаковом расстоянии, чтобы у вас с обратной стороны тоже было все красиво, ну и чтобы ваша каждая бисеринка была друг к дружке. Я сделала таким образом вокруг всего фламинго, и теперь остается самое-самое сложное. Нужно закрепить в том месте, где у нас перья. И это нелегкая работа, но сначала нелегко, потом вроде кажется легко. Ну, короче, кое-как я закрепила. Вы уже смотрите, как у вас получится. Я закрепляла таким образом, чтобы мой бисер был только с одной стороны, и это с лицевой. Мне казалось, что я над этим участком сидела дольше, чем над обработкой всего края фламинго. Но когда я что-то делаю, для меня главное не сколько времени я потратила, а насколько аккуратно и красиво это будет выглядеть. Поэтому время потратили, но это того стоит. А теперь для того, чтобы все края смотрели у нас ровненько, мы точно так же весь бисер выравниваем, чтобы они у вас смотрели все в одну сторону, и тогда у вас становится намного аккуратнее край броши. Ну вот, я уже все сделала, вот такая брошь у меня получилась. Это вторая брошь в моей жизни, поэтому есть еще много чему учиться, но я считаю, что для тех, кто хочет начать вышивать, это будет хорошим стартом. Вышивайте одну брошь, потом вам хочется еще. Я после того, как вышила колибри, настолько вдохновилась, что теперь в моей голове еще несколько вариантов. Но если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч, пока-пока!